Если говорить о детском кашле и его лечении, наверное, как бы банально и не звучало, на первое место я бы поставил сюда все-таки это параметр воздуха. Мы с вами хотим быстрых решений проблем, мы хотим таблетку, мы хотим какой-то сироп дать ребенку, но, к сожалению, как бы нам не хотелось, все-таки большинство сиропов противокашлевых не просто неэффективны, они не безопасны для детей в возрасте младше 2 лет. Поэтому давайте начнем с немедикаментозной эффективной терапии. На первом месте воздух. Его параметры в комнате должны быть от 50 до 80%. Поэтому если ребенок кашляет, давайте сразу включать увлажнители воздуха, завешивать батареи, избавляться от сухости воздуха. Мы с вами уже знаем, что наиболее частая причина, почему возникает острый кашель, это вот проблема с носом. Это слизь, которая из носа затекает по задней стенке, раздражает кашлевые рецепторы в пищеводе, а также это слизь, которая из ротовой полости попадает, и все это здесь встает, засыхает, ребенок хрипит, не может спать. Поэтому на второе место я бы поместил солевые растворы. Солевые растворы в нос — это натрий хлорид, физраствор за 100 тенге, и либо это какие-то более дорогие коммерческие растворы, пожалуйста, капать нужно. Я обычно говорю пациентам каждые 2-3-4 часа орошать нос, капать, капать, капать. Отлично. Третье — это изменить положение тела. Когда ребенок лежит на спине, вся слизь попадает на заднюю стенку глотки, поэтому чуть-чуть приподнять, если головной конец кровати, то уже изменится интенсивность и частота кашля. Я бы это назвал как изменение положения тела, особенно в ночное время, когда ребенок спит. Далее продолжаем про немедикаментозные способы, и сюда я бы написал бы жидкость. Давайте напишем H2O, формула воды, и сюда относятся какие-то соки яблочные, размешанные с водой, это может быть какие-то фруктовые соки, если нет у ребенка аллергии, он более старшего возраста. Либо это грудное молоко, частое прикладывание груди при кашле, но помогает безусловно, потому что очищает дыхательные пути, проталкивает слизь вниз, в желудок, и не бойтесь, все это выйдет со стулом абсолютно безвредно. Ребенка не нужно прям отпаивать до изнеможения, если он не температурит. Обычно говорю, если ребенок закашливается, дайте попить водички, приложите к груди. Но если у ребенка есть температура, он должен пить в 3 раза больше. Но если у ребенка нет температуры, аккуратнее с интенсивным отпаиванием, такие дети дают чуть чаще судороги из-за того, что вымываются электролиты. И на самое последнее место, хотя было бы правильно по степени эффективности поместить на первое, позвольте мне расположить наш с вами мед. Мед для детей старше 1 года. Очень классные исследования совсем недавно, в течение последних 3 лет вышли, которые показывают, что мед лучше, чем эффект плацебо для детей старше 1 года. При остром кашле лучше, чем плацебо, лучше, чем какие-то другие лекарственные препараты. Поэтому, пожалуйста, если у ребенка ваш старше года и у него нет аллергии, давайте ему по 5 мл, это годовалому ребенку, по 1 чайной лекарке 2-3 раза в день. Мед — отличное средство с доказанной эффективностью и не лекарственное. Почему нельзя давать детям мед младше года, запоминаем, из-за того, что увеличивается риск заболеть ботулизмом. Далее давайте с вами остановимся немножко на медикаментозном лечении кашля. И я бы хотел вам сразу сказать, что на Западе детям младше 2 лет категорически запрещено давать какие-то лекарственные препараты от кашля, потому что, еще раз повторюсь, важно понимать, что кашель — это некая защитная такая функция организма, чтобы не аспирировались, не
забились дыхательные пути этой слизью, поэтому вот ребенок откашливает. Если дать ребенку какие-то противокашлевые сильные препараты, рефлекс этот может подавиться, ребенок может задохнуться. Что доказательная медицина говорит о медикаментозном лечении кашля, мы здесь можем начать с лекарства, который называется декстрометорфан. Декстрометорфан. Декстрометорфан можно купить в аптеке без назначения врача, поэтому давайте мы будем говорить о безрецептурных сейчас вещах, потому что есть лекарственные, рецептурные препараты, здесь я бы в подробности не вдавался, потому что мы эти лекарства не сможем купить самостоятельно без назначения врача, но скажем об этом чуть-чуть, потому что нам важно, как я уже говорил, фильтровать информацию на приеме у врача. Нельзя давать младше 1 года, старше 1 года. Более-менее есть какие-то исследования, которые говорят, что да, может чуть-чуть помогать. На втором месте, что еще чуть-чуть может помогать, это антигистаминные препараты. Антигистаминные препараты. И здесь я бы сказал, что дети даже младше, чем 1 год, могут применять эти антигистаминные препараты, типа наши всякие фенистилы, без какого-то сильного вреда для здоровья, но здесь уровень рекомендации не совсем высокий, именно Си. Если мы говорим о антигистаминных препаратах, то это, конечно, уровень рекомендации Си, это достаточно невысокий, но без каких-то больших побочных действий для детей младшего возраста, мы имеем в виду дети до года. Антигистаминные препараты, они снимают отек слизистой, они блокируют продукцию слизи, соответственно, меньше из-за этого кашлевой рефлекс. На 3-е место я бы поместил кодеин, но я не хочу о нем сейчас говорить, не хочу на этом останавливаться, потому что, во-первых, это рецептурный препарат, во-вторых, его нет в Казахстане, детского кодеина, в-третьих, наркотический препарат достаточно сильного центрального действия. Есть четкие ограничения применения до 4 лет даже на Западе, но это лекарство центрального действия, оно имеет место быть в исследованиях лечения кашля. Но еще раз, мы сейчас говорим о тех вещах, которые пробуют, исследуют этими вещами, пробуют лечить кашель при ОРЗ. Но на самом деле это рекомендации достаточно слабые, и как мы уже говорили, что пока вирус находится в организме, это от 2 до 7 дней, пока он реплицируется, он будет раздражать дыхательные пути, слизь будет идти, стекать, поэтому очень важно, это первая часть, когда мы говорили о немедикаментозном лечении и облегчении самочувствия ребенка не лекарствами, здесь просто знать, хорошо бы знать, что вот сейчас исследуется и что иногда назначается на Западе. Итак, одышка. Если у ребенка одышка, если у ребенка высокая температура тела, если у ребенка кашель, уже повод обратиться к врачу. Помимо этого могут быть следующие симптомы, тоже сигнализирующие о опасности. Это рвота. Это снижение активности, отказ от еды, ребенок вялый, есть такое выражение, пневмония кладет в постель, то есть не хочет вообще ничего делать ребенок. У ребенка есть боль, он уже, если старшего возраста, жалуется, что у него боль в груди, либо боль в животе. И трудность при дыхании, трудность дышать я написал. То есть вы смотрите, у ребенка задействованная межреберная мускулатура, то есть кожа втягивается между ребрами, либо ребенок двигает очень быстро крыльями носа. Это относится к одышке, но все равно я указал. Это повод обратиться к врачу. То есть мы с кашлем не сидим неделями дома, если есть какие-то такие вещи. Итак, обратились к доктору, доктор подозревает у вас пневмонию, а именно к ней, да, мы все это подводим, как не пропустить пневмонию. Доктор может назначить этот необходимый минимум, это рентген органов грудной клетки, это общий анализ крови, помимо того, что он хорошо прослушает, проаскультирует легкие. Диагностический минимум, рентген
и общий анализ крови при подозрении на пневмонию всем детям обязателен. Двигаемся дальше. Пока.